Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить очень вкусные и необычные булочки с яблоками. Скажу сразу, начинки можно менять по своему вкусу, а для приготовления нам понадобятся самые простые и доступные продукты. Для теста мука, молоко, сливочное масло, сахар, дрожжи, соль. Для начинки я взяла яблоки, сахар, корицу и измельченный грецкий орех. Первым делом приготовим начинку. Яблоки выбираем небольшого размера, можно с кислинкой. Очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Отправляем в сотейник, добавляем сахар, тщательно перемешиваем и тушим на слабом огне, пока не испарится жидкость. Убираем с огня, когда остынет, добавляем корицу и измельченный грецкий орех. Перемешиваем. Приготовим тесто. В миске смешиваем теплое молоко и сухие дрожжи. Молоко можно заменить на воду или кефир. Сюда же сразу добавляем муку и сливочное масло комнатной температуры. Оно должно быть мягким. Можно растопить в микроволновой печи, только ни в коем случае не добавляйте горячим в миску. Помним, что у нас дрожжи. Сахар, соль. Тщательно вымешиваем тесто, делать это удобнее руками. При необходимости добавляем муку. Тесто получается мягким и не липнет к рукам. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на полчаса. По истечении времени возвращаемся к тесту. Делим его на 8 равных частей. Каждую подкатываем в шарик и накрываем пищевой пленкой или полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. Переходим к формированию булочек. Не сильно тонко раскатываем шарики с теста. Теперь с помощью линейки формируем ровный квадрат. У меня длина 13 на 13 сантиметров. Отмечаю для себя средину, чтобы булочка была ровной и красивой. Я так делала только для первых 3 булочек. Все остальные формировала на глаз. Получалось отлично. С 2 сторон разрезаем на ровные полосы. Их количество должно быть одинаковым. У меня вышло по 7 полосок. Кладем начинку и закрываем ее. Выкладываем полоски, накрывая одну другой. Защипывать удобнее вилкой. В конце, если надо, равняем булочку и проверяем края. Отправляем на противень, засланный пергаментной бумагой. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов полчаса. Готовые булочки достаем из духовки. Даем полностью им остыть. И только тогда посыпаем сахарной пудрой. Из данного количества теста у меня получилось 15 булочек. Булочки получаются очень нежными, мягкими и вкусными. Полосочки сверху получаются хрустящими. Хранить их лучше в полиэтиленовых пакетах, так они дольше сохранят свою мягкость и свежесть. Готовьте, экспериментируйте и обязательно пишите свои отзывы в комментариях под видео. Сегодня готовим очень простой, но вкусный яблочный пирог с красивой подачей. Нежный, воздушный, он всегда получается с первого раза. Главное соблюдать все пропорции.
Для приготовления нам понадобятся яблоки 4-5 штук, лимон, яйца, сахар, соль, мука, йогурт, разрыхлитель. Первым делом я подготавливаю форму. На дно формы выстилаем пергамент. На бока также я добавляю пергаментную бумагу. Яблоки моем, отрезаем низ и верх, разрезаем пополам, режем на тонкие дольки. Сбрызгиваем лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. Добавляем чайную ложку сахара и перемешиваем. Можно просто разложить дольки, сверху посыпать сахаром. Отправляем в микроволновую печь на 3 минуты. Так яблочные дольки станут мягче и податливее. В миску вбиваем 3 яйца, добавляем щепотку соли, добавляем сахар и взбиваем до пышной пены. Постепенно вводим муку, добавляем лимонную цедру, разрыхлитель, йогурт без добавок, мелко режем 1-2 яблока и добавляем в тесто. Тщательно перемешиваем. Всю массу выливаем в подготовленный противень. Равняем. Подготовим украшение. Кладем 6-7 долек яблока в одну линию. Скручиваем. Получается вот такой замечательный цветок. Украшаем пирог. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 45 минут. Все это время духовку не открывать, иначе пирог осядет. Остужаем и достаем из формы. Пирог получился очень нежным и вкусным. Такой десерт можно и к празднику подавать, настолько красиво он выглядит, а готовится из простых и доступных продуктов. Сегодня готовим шикарную буженину, которую можно подавать горячей и холодной. Такое мясо хороший вариант для перекуса, который можно взять с собой в дорогу или на работу. Отличная замена колбасе, полезная и очень вкусная. Для рецепта лучше взять свиной окорок или шею, яблочный сок, соль, перец по вкусу, зернистую горчицу. Для маринада нам понадобится яблочный сок. В него добавляем соль, размешиваем до полного растворения. Вкус должен получиться умеренно соленый. Ориентируйтесь на свои вкусовые ощущения, так как сок бывает разным. Мясо помыть, просушить, положить в миску с соком. Отправляем в холодильник на 1, а лучше на 2 дня. Через сутки проверяем мясо. Переворачиваем, если необходимо. По истечении времени достаем мясо. Просушиваем бумажными полотенцами. Обвязываем кулинарной нитью для сохранения формы. Смешиваем горчицу и перец. Натираем. Поместить мясо в форму для выпекания и готовить в разогретой до 120 градусов духовке 2,5 часа. По истечении времени включить духовку на максимум и запекать еще 10 минут, чтобы зарумянилась корочка. Готовое мясо накрыть фольгой и подержать минут 15 для отдыха. Такую буженину можно подавать как холодной, так и горячей, как на ужин, так и на праздничный стол.
Вот такое универсальное блюдо. Шарлотка с яблоками – это очень вкусный, простой и быстрый десерт. Для ее приготовления нам понадобится яйца, сахар. Сахар и муку я беру в одинаковых пропорциях. И, конечно же, яблоки. В отдельной миске смешиваем сахар и яйца. Взбиваем до однородного состояния около 15 минут. Сначала я взбиваю миксером на первой скорости, потом добавляю вторую. По желанию можете добавить чуть-чуть ванили, придаст приятный аромат вашему десерту. Постепенно вводим муку и хорошенько перемешиваем миксером или лопаткой. Тесто готово. Форму, в которой будет готовиться шарлотка, обязательно смазываем сливочным маслом. Будь это силиконовая, алюминиевая или из другого материала, она должна быть обязательно смазана маслом. Измельчаем яблоки. У яблок убираем сердцевину и нарезаем на 4 части. Каждую четвертую часть я разрезала еще дополнительно на 3. Формируем шарлотку. Яблоки можно укладывать по своему вкусу. Можно выложить их на дно и сверху залить тестом. Так как у меня довольно красивая форма, я хочу, чтобы яблоки были в середине. Поэтому большую часть теста я отправляю в форму. Теперь выкладываю яблоки. Яблоки я выкладываю таким образом, чтобы разрез был красивым. Заливаем оставшимся тестом. И сверху я выкладываю снова яблоки. Хочу вас уверить в том, что в готовом пироге яблок видно не будет. Оно настолько пушистое, воздушное, что яблочки спрячутся глубоко в середине. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. По истечении времени достаем пирог из духовки. Очень румяный, ароматный и пышный. Дадим ему буквально 20-30 минут, чтобы он остыл. Так его легче будет доставать из формы. Чтобы достать пирог из формы, используем тарелку, которую мы кладем сверху. Переворачиваем и достаем пирог. Ну и, конечно же, в разрезе. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита! Добрый день, друзья! Сегодня готовим яблочное пюре в домашних условиях. Обратила внимание на то, что в некоторых рецептах тортов, пирогов, зефира и даже мяса присутствует в ингредиентах яблочное пюре. Возможно, у кого-то из зрителей может возникнуть затруднение с его покупкой. Или, например, вы купили яблоки, а они кислые. Тогда из них легко можно приготовить пюре. Вкусные, полезные, домашние. Для приготовления нам понадобятся яблоки и вода. Количество ингредиентов для такого яблочного пюре практически произвольное. У меня было 2 килограмма яблок, воды я добавила примерно полстакана. Яблоки надо тщательно промыть. Разрезаем на 4 части, вырезаем сердцевину. Выкладываем в форму для запекания в один слой. Наливаем немного воды, чтобы яблоки не подгорели. Можно посыпать корицей. Запекаем яблоки при температуре 200 градусов до готовности. В зависимости от сорта яблок и размера кусков это займет 20-30 минут. Даем запеченным яблокам немного остыть. Затем перекладываем их в миску
и измельчаем с помощью погружного блендера. Если яблоки были не сочные и пюре получается слишком густое, то добавьте немного кипяченой воды. Теперь перетираем готовое пюре через сито. Хранить его можно в морозилке. Для этого помещаем в полиэтиленовый пакет и делаем маркировку веса. Перед использованием достать из морозилки и разморозить в холодильнике. Пюре получается как свежее. Можно закатать по банкам. Для этого, постоянно помешивая, доводим яблочное пюре до кипения. Варим 5 минут. Банки под пюре должны быть очень тщательно промыты с содой, простерилизованы и высушены. Горячее пюре раскладываем по банкам. Закатываем крышками, укутываем теплым одеялом до полного остывания. Хранить такое пюре можно при комнатной температуре, но лучше всего в холодном месте. Использовать яблочное пюре можно для десертов, блюд из мяса или как прикорм для маленьких деток. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если так, ставьте пальчик вверх и не забудьте подписаться. В ближайшее время буду готовить свиные ребрышки с яблочным пюре. Очень интересный и вкусный рецепт. Не пропустите. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!